Однажды судьба свела меня со старым егерем, и эта встреча перевернула буквально всю мою жизнь. Михалыч, так почтительно звали этого бывалого человека, рассказал мне тогда одну историю, которая заставила меня полностью пересмотреть свои взгляды на диких животных. Помню, я тогда в его старушке печь растоплял, а Михалыч на стол собирал. Готовились мы к ужину после долгого дня в тайге. И как-то случайно я оборонил что-то вроде «глуп, как заяц лесной». Нет, парень, вот тут и не прав», услышал я возмущение егеря. Я с удивлением обернулся на Михалыча, который, продолжая расставлять на деревянном столе то, что должно стать нашей трапезой, сказал: «Я раньше тоже думал, что животные лесные — это всего лишь бездумные создания, способные лишь жрать, да размножаться. А жизнь-то...» Убедившись, что дрова в печи весело затрещали и начали отдавать тепло, я сел за стол, всем своим видом показывая, что ожидаю продолжения начатого рассказа. Михалыч, конечно же, понял это и, улыбнувшись в свою седую бороду, сел напротив меня и, намазывая хлеб маслом, начал свое повествование. Давно это было. Я тогда молодой совсем был. Ну, вот примерно где-то как ты сейчас. Меня тогда все больше Егоркой звали, а не Михалычем, как сейчас, ухмыльнулся он. С шумом отпил горячего сладкого чая. Только-только егерством заниматься начал. Ну, так сказать, знакомился с основами этого дела. Агаша моя на сносях тогда была первенцем нашим, Алешкой. Ну, ты знаешь, я тебе его карточку показывал. Я удовлетворительно кивнул, откусив от бутерброда, в ожидании, что же такого хочет рассказать этот повидавший жизни человек. Так вот, продолжил свой рассказ Михалыч, иду я, значит, по тайге, участок свой изучаю. Сам-то я с другого села переведен сюда был, так что местность мне не особо знакома. И вдруг слышу, над головой шипит кто-то. Рысь. Да и ей-богу, рысь. Старик от волнения округлил глаза, как будто снова увидел дикого хищника перед собой. Его эмоция без сомнения передалась и мне. Сердце начало биться быстрее, проникаясь этим повествованием. А я-то уж знал, что рысь лучше стороной обходить. Коли она тебя своей добычей выберет, уйти целым шансов мало. Вскинул я тогда карабин с плеча на изготовку, взял и, давай осматриваться, где эта зараза притаилась. И чего это она вдруг шипеть на меня вздумала, выдала себя, получается. Ежели рысь меня сцапать решила бы, чайник на плите. И Михалыч, смеясь, кивком головы указал мне на закипевший чайник. Даже не обращала внимания. Словно очнувшись, я подскочил и, сдвинув чайник с раскалившейся печой, тут же сел обратно на свое место, желая услышать, что же выйдет дальше из этой встречи человека и рыся. А егерь, будто поняв мое желание, неторопливо продолжил свой рассказ. Задрал я голову вверх, выцеливаю разбойницу, и тут гляжу, а к дереву то сеть привязана, а в ней-то и шипит моя пропажа. Знать, какой-то лиходей ловушку тут смастерил, а рысь в нее и угодила. За зайцем, видать, погналась или за куропаткой, да только со всего маха в сеть улетела. Я взял большой и уже слегка очерствевший пряник, молча откусил от него, запивая крепким чаем на таежных травах и не отводя взгляда от Михалыча, демонстрируя ему, что полностью увлечен событиями его истории. А тот, будто специально испытывая мое терпение, старался потянуть время, прежде чем продолжить повествование. Ну, наконец, не выдержав, поторопил я своего рассказчика, дальше-то что было. С беспомощной рысью-то как поступил. А старик улыбнулся, будто удовлетворившись моим интересом, да что было, то и было. Достал нож из-за голенища, и была такова твоя рысь. Зарезал, что ли? Разочарованно выдохнул я. Да зачем зарезал? Михалыч даже, кажется, слегка обиделся. Отпустил ее. Так она ведь и не побежала сразу. Как поняла, что на свободе снова, встала, поглядела на меня своими желтыми глазами, словно запомнить или сказать что-то пыталась. А потом растаяла в траве. Тут ее видели, подумал, что это уже окончание истории,
Я пожал плечами и уже более оживленно принялся за еду. Да только это ведь не вся история, отвлек меня от процедуры поглощения пищи Михалыч. Вернее, это только ее начало. Хитро улыбаясь, он скосил на меня свои помутневшие от времени глаза. «Не вся», — отвечая с набитым ртом, изумился я. «А что же там еще было-то? Жена моя, Агаша, с рысью этой познакомилась», — выдал егерь, наблюдая за моей реакцией. «Это как?» — непонимающе спросил я. «Да вот так», — пожав плечами, будто это вполне обыденное явление, парировал он. «Она же у меня на сносях тогда была. Гуляли мы с ней часто. Таежный воздух он, то знаешь, и больного вылечит. А уж коли женщина в положении, то ей сам Бог велел. И вот идем мы, значит, с ней, не торопясь, по лесным дорожкам. И тут, глядь, из травы на нас глаза желтые таращатся, изучают нас, понимаешь?» Да, Михалыч вдруг рассмеялся, будто снова переживал эти самые моменты из своей жизни, а Гаша, понятное дело, перепугалась. Но как же рысь — дикий хищник? А я почему-то сразу понял, что это та самая, которую я от смерти спас. «Не бойся», — говорю жене, она с миром к нам пришла. А сам в кармане пошарил и, как специально, 2 печеньки отыскал, припасенные. Положил их на травку и отошли с Агашей, а сами смотрим. И действительно, рысь опасалась, но затем вышла из своего укрытия, обнюхала дар ей оставленный, да и тут же умяла. Егерь снова сделал небольшую паузу, подливая горячей воды в свою железную кружку. Да, ведь только это не вся история, снова выдал он. На этот раз он уже не дожидался моей реакции, а сразу же продолжил свой рассказ «Родила моя Агаша». Теперь уже с Алешкой гулять стали. Рысь-то наша по-прежнему нас сопровождала, рядом крутилась, будто обязанной теперь себя считала. А когда Алешке-то годик исполнился, так и вовсе жизнь ему спасла. Как спасла. Не сдержавшись, выпалил я, не ожидая такого развития сюжета. А так и спасла, глядя куда-то в пустоту, ответил Егор Михайлович. Агаша-то моя, одна пошла с сыном по тайге гулять, говорит, черника поспела, хотела мальца угостить. Ягода та, полезная, всю силу таежную в себя вобрала. Посадила Лёшку на травку, сама рядом ягодку брать взялась. Да и не заметила, как метров на 20 и тут, говорит, слышу шипение. Глаза поднимаю, и сердце тут же от страха занемело. Рядом с сыночком дикая рысь стоит и шипит, спину выгнула, вся взъерошилась, глаза как молнии и клыки скалят. И вот, признаюсь честно, на этом месте я забыл обо всем на свете, ожидая, чем же закончится эта история. Да только не на чадо наше она шипела да скалилась, констатировал егерь. Волк или собака приблудная, видать, его в качестве добычи приглядела. Да утащить уже решилась, пока глупая баба ягоды свои собирала. На этих словах он повернулся ко мне, и я увидел, что на его глазах заблестели слезы. И ведь утащила бы, кабы не рысь это. Так, что считай, сыном я и обязан, а ты говоришь, глупые они животные. Вернувшись к началу нашего разговора, осадил меня Михалыч. Дрова все еще задорно потрескивали в печи. А я, сжимая в ладонях остывшую кружку и глядя в окно, за которым расстилалась тайга, все еще раздумывал на только что услышанной истории. Как же все-таки мало мы знаем тех, кого уже заранее записали в бездумное и бесчувственное создание.